В этом видео я покажу, как в квартире в обычной кастрюле легко и быстро приготовить невероятно вкусную, настоящую варено-копченую курицу. Коптить курицу буду на настоящем дыме, на щепе для копчения. Вы также узнаете, как можно приготовить копченую курицу, минуя этап посола, а также открою вам секрет, как отварить курицу по технологии су-вид, но без использования специального оборудования, так чтобы приготовить мог каждый. Итак, поехали! Для приготовления я использую охлажденную курицу. Курицу промываю, отрезаю в задней части лишний жир и кожу. Сальную железу из гуски я не вырезаю. Мои постоянные зрители знают, что в большинстве случаев при приготовлении копченых продуктов я предпочитаю солить продукты мокрым посолом. И если это касается мяса, то солю в течение 72 часов с добавлением сахара. Такой посол не только позволяет добиться равномерного распределения соли в продукте, но в этот период проходит также ферментация мяса, что благоприятно сказывается на его вкусовых характеристиках. Сегодня же я вам покажу, как подготовить курицу для копчения, минуя этот этап. Отваривать курицу я буду в соленой воде с использованием только соли. Количество соли я беру из расчета общего веса продукта и воды, в которой буду отваривать. Для простоты подсчета необходимого количества ингредиентов ставлю емкость, в которой буду варить курицу, на весы. Выкладываю курицу и заливаю ее водой, так, чтобы вода полностью ее закрывала. Вот из этого общего веса курицы и воды и рассчитываю необходимое количество соли. На 1 кг общего веса мяса и воды я беру 26 грамм обычной крупной поваренной соли. Я использую для приготовления всегда только крупную соль, так как в нее не добавляют не сильно полезный антислеживающий агент. Для того, чтобы соль хорошо растворилась в воде, я ее немного подогрею, не выше 60 градусов, и хорошо размешаю до полного растворения. В соленую воду выкладываю курицу. Закрываю кастрюлю крышкой и ставлю на 65 градусов в духовку на 4 часа. Через 4 часа достаю курицу из бульона. Такой режим приготовления по типу су-вид обеспечивает и готовность продукта, и быстрое просаливание. А также кожа курицы получается мягкой, в отличие от варианта, когда просто коптим горячим способом. Курицу ставлю на подставку на сушку при комнатной температуре до образования сухой корочки на поверхности. Этап сушки продукта перед копчением является обязательным и очень важным для получения наилучшего результата. Для копчения я буду использовать два вида щепы – ольхи и вишни. Но можно коптить и только на каком-то одном виде, который у вас есть в наличии. Я возьму 8 грамм ольховой щепы и 4 грамма вишневой. Щепы понадобится всего 12 грамм. Щепу не увлажняю, использую только и исключительно сухую. На блестящую сторону обычной пищевой фольги выкладываю щепу для копчения. Накрываю вторым листом, края фольги загибаю, чтобы получился герметичный конверт. Этот конверт плотно укладываю в кастрюлю, так, чтобы края образовали небольшой бортик. Этот конверт выполняет роль дымогенератора и жиросборника. В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаю проколы. Если вы проткнете и нижний слой, то жир и сок с продукта будет у вас попадать на дно кастрюли. Это не критично, но старайтесь проколоть только верхний слой. Выкладывая продукт в кастрюлю, важно, чтобы он не соприкасался со стенками. У меня кастрюля относительно небольшая, и достаточно крупная курица никак не помещается, чтобы не касаться стенок. Поэтому необходимо по краям кастрюли, где она соприкасается со стенками, просто проложить фольгу, причем сделать это так, чтобы нижний край был внутри дымогенератора жиросборника. Так жир и сок, выделяющиеся из продукта, будут стекать в наш поддон, а не на дно кастрюли.
Сверху на фольгу выкладываю фильтрующий элемент, благодаря которому я очищаю дым. Это минерал, природный вулканический циолит, который из дыма забирает смолы и многие примеси, включая радионуклиды. При этом в дыме остаются вещества, которые формируют богатый дымный аромат и вкус продукта. Конечно же, можно коптить и без циолита, но с ним продукт получается еще лучше и безопаснее, а смолы не пачкают подставку и кастрюлю. Для копчения я приобретаю природный вулканический циолит размером 5-10 мм для очистки воды. Курицу я выкладываю на подставку. В качестве подставки я использую подставку для пароварки из нержавейки. Я буду осуществлять контроль приготовления кулинарным термометром с длинным щупом для контроля температуры внутри курицы, а также с коротким щупом для контроля температуры внутри кастрюли-коптильни. Термометры я взял лишь для того, чтобы вам показать, что процесс копчения в кастрюле ничем не отличается от копчения в обычной привычной коптильне, а также вы наглядно увидите, как меняется температура на каждом этапе копчения. Щепу для копчения, циолит, подставки, а также термометры, которые я использую, вы можете приобрести на любом маркетплейсе. Ставим кастрюлю на самую большую конфорку и включаем максимальный нагрев. Дым в кастрюле у меня начинает образовываться примерно на 4-5 минуте с начала нагрева. На 7-й минуте с начала нагрева температура внутри поднялась до 100 градусов. Я выключаю нагрев. Оставляю кастрюлю без нагрева на 2-3 минуты, чтобы температура внутри кастрюли-коптильни снизилась до 80 градусов. После этого переставляю кастрюлю на самую маленькую конфорку и включаю минимальный нагрев. У меня это 10-я минута с начала копчения или нагрева. Как видите, уже через 10 минут после начала копчения дыма внутри кастрюли нет, но он не вышел из кастрюли, а адсорбировался на поверхности продукта. Это и есть первый основной этап или задача копчения – осадить дым на поверхность продукта, с которой мы успешно справились. И далее у нас будет идти просто термическая обработка продукта. На 42-й минуте с начала копчения или нагрева температура внутри курицы поднялась до 40 градусов. Через час температура внутри продукта поднялась до 50 градусов. Спустя 80 минут с начала копчения или нагрева температура внутри курицы поднялась до 60 градусов. Если вы все делаете правильно, то в процессе приготовления в квартире не будет никакой вони от дыма, но точно будет безумно приятный аромат копченой курочки. Здесь будьте осторожны и держите входную дверь закрытой на все замки, так как ваши соседи могут сбежаться на эти ароматы. На 95-й минуте с начала копчения температура внутри курицы достигла 70 градусов. При этом копчение идет при идеальной температуре внутри коптильни в диапазоне 80-90 градусов. Я полностью выключаю нагрев. Если вы коптите на электрической плите, то можете просто переставить кастрюлю на соседнюю холодную конфорку или просто снять ее с плиты. Курица у нас готовилась при идеальной температуре копчения. При этом внутри продукта температура достигла идеальных значений. Это обеспечило нам с одной стороны полностью готовый продукт, а с другой стороны мясо при этом получается нежным и сочным. После выключения нагрева кастрюлю не открываем, а даем ей остыть вместе с продуктом как минимум в течение 30 минут, а лучше дождаться полного остывания. Через 2 часа с начала копчения или спустя 25 минут после выключения нагрева температура внутри курицы достигла максимума, поднявшись почти до 77 градусов, но уже без нагрева. Даже спустя час после выключения нагрева температура внутри курицы держится выше 73 градусов.
Вот такая красота у нас получилась. Дым лег равномерно, цвет насыщенный, золотистый, никакой черноты и копоти. Мясо с богатым дымным ароматом. Благодаря тому, что мы положили на стенки фольгу, стенки кастрюли остались чистыми. Кастрюля совсем не пострадала. При этом циолит забрал в себя все смолы и поглотил многие канцерогенные вещества, в том числе радионуклиды и тяжелые металлы. Курица настолько аппетитно пахнет, что удержаться и не съесть ее сразу после копчения очень тяжело, но необходимо побороть этот соблазн и поставить ее на выдержку не менее чем на 12 часов в холодильник или другое прохладное место. Этап выдержки очень важен, так как в этот период процесс копчения все еще продолжается. Дым, который адсорбировался на поверхности продукта, теперь проникает внутрь, насыщая продукт богатым дымным вкусом и ароматом. Курица получается очень вкусная, с богатым приятным дымным вкусом и ароматом. В таком виде курица не только невероятно вкусна сама по себе, но в преддверии новогодних праздников я всего лишь из одной курицы, из 2 окорочков и филе приготовлю 4 салата, а крылья и куриный каркас используют для приготовления первого блюда на копченостях. В следующих видео мы приготовим с вами 4 салата из одной копченой курицы. Кайфарик на копченом окорочке с чесночными гренками. Клеопатра на копченом курином филе с сыром и чесночными гренками. Маркиза на копченом окорочке с морковью по-корейски, которую приготовим сами. И салат незабудка на копченом курином филе с сыром, ананасами и маринованными грибами. До скорой встречи, друзья!